тебе говорят, там в сарайке стоит старая радиола, заберите, вам на запчасти, может быть, пригодится. Это, наверное, самый первый массовый телевизор, который выпускался в нашей стране, но при этом этот телевизор, как ни странно, самый известный. КВН. В то время его расшифровывали, как купил, включил, не работает. Там внутри вода. Чудо какое-то совершенное. Хотели побольшего количества людей увидеть вот картинку на этом экране. Это же тогда чудо техники было, как сейчас, наверное, телепортация. А включался этот телевизор поднятием крышки, то есть автоматически происходило его включение. Такой работающий экземпляр можно увидеть в фильме «Хоттабыч». Этот телевизор стоит на вращающейся вокруг своей оси подставки, плюс у него есть уже пульт дистанционного управления, правда тогда они были на проводе, и к нему можно было подключить даже наушники. Это тоже совмещенный магнитофон с проигрывателем грамм-пластинок. То есть обратите внимание, здесь две кассеты одеваются одна друг на другую, и при этом перевернуть их было невозможно. Если его включить, звучит это примерно так. И это еще и работает. В Советском Союзе были, допустим, бардовские записи. Тот же Высоцкий, Аркадий Северный, Галич, Висбор. Большинство из них как раз эти записи производили на обычные бытовые домашние магнитофоны. Если власть либо крупный бизнес в ближайший год-два, ну, насколько мне, если хватит, год-два не будет поддерживать, то, возможно, эта коллекция уедет в другой регион. Мое почтение, я Александр Михельсон, переговорка на amig.ru, и сегодня мы находимся вот буквально в уникальном месте. В последнее время мы как-то вдруг начали интересоваться культурой и сняли уже несколько музеев. Мы снимали музей аптеки Крюгера, который еще не работает, но скоро запустится, он реставрируется. Мы были на День космонавтики в музее космонавтики в селе Полковниково. И вот еще один музей, который, если честно, меня привел в полный восторг. А почему? Вот сейчас мы и будем вам рассказывать подробно. Константин Филатов. Это человек, который является директором клуба музеев. Их несколько, их 4. И этот человек за свои деньги отдает помещения свои, безвозмездно, я насколько понимаю, под музей. И мы сейчас находимся в музее электроники. Телерадиотехники. Телерадиотехники. Это один из 4 музеев. И вот вы знаете, мы перед съемками уже тут с полчаса как минимум ходим. И вот... Одни восторги от количества, от качества, от объема экспонатов и от их истории. Но прежде чем мы пойдем по экспонатам, а мы расскажем про самые топовые, про все мы явно не сможем рассказать, но я хочу спросить, зачем вам это нужно? В чем суть этого меценатства и зарабатываете ли вы на этом или это вот хобби-хобби? Нет, с этого не зарабатываю я. И музей вообще это убыточное дело во всем мире. Хочется сохранить историю в габаритных предметах, потому что они утрачиваются каждый час, каждую минуту. Вот. И передать подрастающему поколению объективный взгляд на прошлое. Но по большому счету вы это делаете за свои деньги, гешефта никакого не получаете. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Есть пару партнеров-предпринимателей, которые помогают, но это мизерная помощь. Это абсолютно не окупается. Наверное, тогда мы скажем вам за это огромное спасибо. Я скажу, пока с Константином стою рядом, обязательно нужно это вживую ходить смотреть, потому что это настолько вот тактильно, настолько это все впечатляет визуально, что вы вот окунетесь в историю. Я, например, тут прошелся, я помню телевизор, который стоял у моих родителей, которые, чтобы включить, вот так вот периодически стучали по нему сверху, рекорд так называемый, на ножках, заканчивая, я не знаю, там винилом, видеокассетами, но здесь есть совершенно уникальные экспонаты, которых, как Константин говорит, нет чуть ли нигде в мире, или они там встречаются в единичных экземплярах. Но про это нам будет рассказывать, назовем его хранитель музея. Коллекционер. Андрей Минкин. Андрей Минкин. И вот он уже теперь нам проведет полноценную экскурсию. Ну что, Андрей, ваш выход. Мы тут с полчаса беседовали до начала записи. Я так понимаю, что Андрей может тут, наверное, сутки говорить про каждый экспонат. У нас, к сожалению, нет столько времени, но, тем не менее,
стартуем. Вы условный хранитель музея, вы владелец этой коллекции. Вам-то это зачем надо? Я вот Костю спрашивал, вам-то зачем? Во-первых, любое коллекционирование, оно развивает меня вот как человека. Я узнаю какие-то новые истории, события, потому что любая вещь — это в первую очередь, ну, как вот для меня хранилище каких-то историй, связанных с ней. Это может быть как с выпуском, может быть даже как ее скопировали, эту вещь, даже с зарубежного образца, может быть историю бытования. И для меня это интересно. Это в первую очередь история. Даже вот оформление какого-то того или иного экземпляра, это нас отправляет в историю в прошлое. То есть, допустим, какие были моды, какие архитектурные решения там в 60-е, в 50-е. Это все прослеживается в том числе и через технику. Потрясающе. Вы являетесь, как Константин сказал, владельцем коллекции. Он вам предоставляет помещение безвозмездно, ну и участвует в создании коллекции. Вы эти экспонаты покупаете, вымениваете, вам просто их безвозмездно приносят. Как она вообще собирается и сколько времени собиралась эта коллекция? Ну, собираю я эту коллекцию с начала 90-х годов, если примерно с 90-91 года. То есть уже тогда я начал собирать. Причем собирал я в основном на тот момент, еще начинал грамм-пластинки. И у меня сейчас их свыше уже 10-15 тысяч, и даже уже запутался. Но коллекцию я стал осознанно вот уже радиотехнику собирать с 94 года. Я отучился на телемастера, и в 2000-е годы, это был с 2000 по 2004 я учился. И от этой техники тогда массово все избавлялись. А жил я в частном секторе, это освобождали сараи. Вот придешь кому-нибудь отремонтировать телевизор, тебе говорят, там в сарайке стоит старая радиола, заберите, вам на запчасти, может быть, пригодится. А запчасти, на самом деле, с них вообще никуда были не нужны. И вот они у меня скапливались до того момента, пока в 2004 году мне не предложили впервые провести выставку. Это было в городе Павловск Алтайского края. И с тех пор, я понял, что людям все-таки это интересно. И не только мне, но еще и людям. И стал продолжать развивать эту коллекцию, собирать. Но в настоящее время, конечно, уже в большинстве случаев люди все, что могли выбросить, уже повыбрасывали. Но в любом случае очень часто люди отдают технику даром. Но проблема вся в том, что много направлений аппаратуры уже в Алтайском крае, допустим, мне не найти практически. Либо они не распространялись, и поэтому сейчас приходится искать по другим регионам, их отправляют. Большинство, конечно, техники приобретается сейчас. Но опять же, поскольку у меня ее уже много, то особых таких затрат я прям грандиозно не несу. Вот если бы начинать с нуля все собирать. В общем, вот результат 30-летнего собирательства. И сейчас возможно, видео не передает, но дело в том, что здесь несколько помещений, и все они битком заставлены этой уникальной техникой. Ну и, наверное, давайте переходим к экспонатам непосредственно. Можем вот отсюда прям пойти? Да, пожалуйста. Вот я уверен, что куда сейчас не покажи, давайте вот это. Что-то уникальное, 100%. Ну, на самом деле, это не уникальная радиола, то есть она была выпущена массовым тиражом в то время, и сохранилось их довольно много, но в любом случае это интересный экземпляр. Так. Она выпускалась в середине 50-х годов, она еще, скажем так, застала Сталина. Это радиола «Мир». Чем она интересна? У нее, во-первых, если посмотреть на нее, у нее необычным образом выполнена шкала. И если ее включить, то выбранный диапазон, то есть конкретные вот этих стеклянных полосочек начинаются подсвечиваться, на них узор, и с помощью них, за ними находится стрелка, которая указывает настроенную радиостанцию. И плюс у нее очень интересно, поскольку она называется «Мир», то у нее здесь находится индикатор настройки, он светится таким зеленым глазом, чем-то похожий на кошачий глаз. И перед ним сделана сеточка такая в виде глобуса, орнамент вокруг, и сверху летит голубь мира. То есть потому и радиола так называется. Это работает? Эту радиолу мы еще не включали, только недавно она у нас тут попалась, да. Поэтому еще пока не скажу. Но многие, я так понимаю, или большинство экспонатов, они в рабочем состоянии Да, находятся. Действительно. То есть я, собственно говоря, и занимаюсь тем, что привожу их в порядок, эти экземпляры. И как раз на это иногда уходят десятилетия. Вот оно, телевизионное царство. Я действительно такое только в кино видел. Давайте с него начнем.
Это, наверное, самый первый массовый телевизор, который выпускался в нашей стране. Но при этом этот телевизор, как ни странно, самый известный. КВН. Правильно. Его название КВН расшифровывается как Кенигсон, Варшавский и Николаевский. Это фамилии изобретателей этого телевизора, разработчиков даже так. То есть не клуб Нет, не КВН веселых и находчивых, хотя в то время его расшифровывали как «купил, включил, не работает». Но при этом разработка на самом деле этого телевизора началась еще до войны, но опять же, из начавшейся Великой Отечественной войны мы не успели его пустить в производство. И после войны модернизировали, опытные экземпляры уже были выпущены в 1947 году, а массовое производство началось в 1949 году. Поэтому он и называется правильно КВН-49. Кстати, если посмотреть, у него еще в названии есть такая буковка Т1, и на задней стенке об этом писалось. Т1 это означает телевизор первый. Андрей сейчас продолжит, но мои восторги тут в другом несколько, не в технике и не истории заключается. Вот внутри этой линзы вода. Это для меня вообще шок. Я-то не знал, я думал, что это какой-то кусок стекла. Там вода внутри. Вот камера сейчас подлетит, посмотрите. Там внутри вода. Чудо какое-то совершенное. Но на самом деле и комар он там еще есть. На самом деле там не вода внутри. В этих линзах заливались либо глицерин, либо дистиллированная вода, потому что обычная вода просто зацветет. И эти линзы, многие думают, что они вот покупали в те времена новые телевизоры сразу с линзой. На самом деле нет, линза в комплекте к этим телевизорам не шла. И только со временем, когда их начали выпускать уже массово, люди же хотели побольшего количества людей увидеть вот картинку на этом экране. Это же тогда чудо техники было, как сейчас, наверное, телепортация. Вот. И все желающие просто не могли разместиться перед этим крохотным экраном. И по этой причине сначала частные лица стали изготавливать самодельные какие-то увеличительные стекла, а потом уже на государственном уровне стали выпускать всякие различные тоже и артели, в том числе вот эти вот линзы. Они бывали разного объема воды, и уже с помощью нее можно было хоть чуть-чуть сделать картинку побольше. Вообще потрясающе. А размер самого экранчика там внутри, сколько там, я не знаю, как примерно сейчас экран смартфона. На самом деле у этого телевизора вот такой вот экран, и он круглый, потому что технически тогда сделать прямоугольный экран было невозможно. И чтобы сделать его прямоугольным, к нему вот эта рамка прижимается, и все лишнее обрезается с этого экрана. И по окружности он был 18 сантиметров. То есть, соответственно, процент довольно большое изображения находился вообще за пределами вот видимой части человека. И при этом вот эти кинескопы еще тоже были взрывоопасными, и поэтому перед каждым из этих телевизоров, перед экраном стоит специальное защитное стекло, чтобы не повредить зрителей. И, кстати говоря, некоторые телевизоры были довольно интересно еще даже оформлены. Например, вот этот первый телевизор, довольно популярный впоследствии марки Темп, находился завод в Москве, он изготавливался довольно небольшими тиражами, и вот обратите внимание, у него корпус даже изготовлен из дерева, но он раскрашен был вручную художниками, именно под дерево. И практически, можно сказать, даже двух одинаковых корпусов вы просто не встретите. И на то время у этого телевизора был самый большой экран. Если максимально считался 31 сантиметр, это по окружности, то у этого телевизора аж 40 сантиметров. Больше в первой половине 50-х годов экранов не существовало. Практически плазма. Можно сказать, да. И это вот реально руками раскрашивали? У них были специальные такие тоже трафареты, типа вот резиновых или металлических, и вот они вручную их прикладывали, и вот раскрашивали вот эти вот корпуса. Фантастика. И, соответственно, потом это покрывалось лаком. Фантастика. А тут вот шпон, я так понимаю, да? Мощь. Или это краска? Вот здесь тоже краска. Но многие корпуса изготавливали, допустим, покрывали текстурной пленкой, в те времена были популярны. То есть, грубо говоря, это бумажная наклейка, которая пропитана лаком была. Некоторые телевизоры, большинство, конечно, были покрыты шпоном натуральных ценных пород дерева. И причем специально скажу, что в Советском Союзе не экономили на отделке телевизоров. То есть у нас даже самые дешевые модели аппаратуры вот, телевизионной были отделаны по высшему уровню, то есть даже в сравнении с зарубежными аналогами. При этом за границей за это доплачивали отдельные какие-то деньги при покупке аппарата, чтобы он был под дерево сделан. А у нас это было стандартно. Древесины в стране было много. Сколько, интересно, весит вот такой телевизор?
Весят они в районе 40-50 килограмм, даже несмотря на то, что вот у них такие маленькие экраны, то есть все зависит от модели. Но, наверное, один из самых маленьких телевизоров первой половины 50-х это вот такой телевизор «Авангард». При том, что он имеет вот такой уже размером экран, а включался этот телевизор поднятием крышки, то есть автоматически происходило его включение. Такой работающий экземпляр можно Слушайте, увидеть в фильме «Хоттабыч». Это что-то вообще с чем-то. А там динамик. Там динамики и ручки управления находятся. Что-то с чем-то совершенно. Один из интересных экземпляров это вот телевизор «Вечер». Чем он необычный? Во-первых, такая необычная форма в первую очередь. То есть обычно прямоугольные ящики все представляют, когда видят советский телевизор. А тут довольно необычная форма. Этот телевизор стоит на вращающейся вокруг своей оси подставки. Плюс у него есть уже пульт дистанционного управления. Правда, тогда они были на проводе. И к нему можно было подключить даже наушники в сам пульт дистанционного управления. И у него есть одна функция, которая сравнительно недавно появилась даже в сотовых телефонах только. У него вот здесь находится датчик, который воспринимает освещение в комнате и в зависимости от освещения регулирует яркость свечения экрана. То есть задернули штору, он подстроил яркость свечения экрана. Вот этот телевизор называется Темп 6. Чем он интересен? В начале 60-х это был один из самых лучших телевизоров в нашей стране. И тогда была холодная война с Америкой, на Кубу наложили санкции, к ним перестали завозить товары народного потребления. И Советский Союз решил помочь кубинцам вот с выпуском, с вот этими телевизорами. Была изготовлена партия телевизоров для Кубы. Но когда завод получил этот заказ, они, соответственно, поняли, что это будет использоваться в такой тропической стране, там большая влажность, жара. И чтобы телевизоры не выходили из строя, их покрыли, не окислялись, их покрыли специальным защитным лаком внутренности и отправили партию телевизоров на Кубу. Все было нормально, но где-то примерно полгода. И потом возникает проблема, что телевизоры начинают выходить из строя массово, причем и у всех возникает одна и та же поломка. У них пропадает звук, изображение просто белым светится экран и все. И была отправлена делегация работников с завода, инженеров, мастеров для выявления причины возникновения, может это диверсия. И оказалось, что на Кубе живут большие такие кубинские тараканы, которым пришелся по вкусу тот лак, которым мы покрыли эти телевизоры. И они стали сжирать радиодетали вместе с выводами, и, соответственно, они стали массово выходить из строя. И вот такая была необычная история. Причем кубинцы за эти телевизоры с нами рассчитались грейпфрутами. А грейпфруты в нашей стране до этого момента даже не знали такой вот фрукт. И они покупателям показались горькими, их покупать никто не захотел. И продавцов обязывали тогда их перемешивать пополам с апельсинами, чтобы хоть как-то их распродать. Идем смотреть телевизоры бренда «Алтай», что нам особенно ценно. Ну и сами телевизоры, я так понимаю, тоже не без истории. Эти телевизоры были довольно популярны в наших регионах, в Алтайском крае, но не случайно он и получил название «Алтай». Они в Славгороде производились? Да, их выпускал Славгородский завод радиоаппаратуры, и они были черно-белыми, имели диагональ экрана в 40 сантиметров. Их многие помнят, причем выпускали их с конца 80-х до где-то 2002 года, если я не ошибаюсь. И во многих семьях они были как вот второй телевизор. Его удобно было на дачу взять. У него здесь есть ручка для переноски, встроенная антенна. Они довольно легкие были. При этом... Довольно легкие это сколько? Ну-ка, по тем временам они были довольно легкие. Это довольно легкие, да. Вот. И еще, конечно, были более портативные телевизоры «Алтай», имели экраны вот Можно такого его размера. снять с полочки? Вот телевизор, представляете? Это телевизор. При этом эти телевизоры могли работать как от 220 вольт, так и 12-вольтового аккумулятора автомобиля. То есть в машине можно? По сути, да, в машину. Но, опять же, далеко от города вы не отъедете, потому что ретрансляторы так далеко не могли вещать. Ну вот, зал аудиотехники у нас теперь. Мне вот тут многое знакомо. Там Сатурн, например, вот, который ведь купить вообще нельзя было. Супер дефицит был. Но это в наших, на самом деле, регионах. Если вот взять Омск, где этот Сатурн выпускали, то там буквально все прилавки ими были завалены. Да? Вот плановая экономика, что значит? Ну что, давайте про интересное, совсем винтажное. Что-то тут в чемодане.
Когда стали появляться первые катушечные магнитофоны, для населения это 50-е годы распространялись они, то возникла проблема в том, что покупать отдельно магнитофон катушечный – это довольно дорого. И некоторые заводы придумали, что как бы упростить вот эту схему магнитофона до такой степени, чтобы, допустим, был только механизм, который протягивает ленту, а все остальное использовать, допустим, от имеющегося у людей проигрывателя грамм-пластинок. И таким образом появлялись некоторые интересные экземпляры. Например, вот здесь проигрыватель грамм-пластинок, также магнитофон, который приводится в движение от одного двигателя вместе с пластинкой. И при этом тут уже можно было взять у людей пластинку, у кого-нибудь, у друзей, знакомых, одновременно прослушивая ее, переписать на магнитную ленту. И даже переписать? Сразу, конечно. Это причем все аппараты, которые совмещали в себе и проигрыватель, и магнитофон, позволяли это сделать. Это тоже совмещенный магнитофон с проигрывателем грамм-пластинок. То есть, обратите внимание, здесь две кассеты одеваются одна друг на другую, и при этом перевернуть их было невозможно. То есть они все клались. Зачем? То есть это обычный проигрыватель грамм-пластинок. Если кассету убрать, вы сможете слушать пластинки. Нет, а зачем две бобины? А для чего? Ну, с одной пленка сматывается, на другую наматывается. Вот. То есть здесь такой механизм сделан. То есть, смотрите, диск крутится по часовой стрелке всегда. Смотрите, одновременно с верхней кассеты. При этом с нижней пленка в этот момент сматывается. Если его включить, звучит это примерно это еще так. и работает. Чудеса. При этом самое интересное у этого экземпляра, как послушать же вторую сторону у него. Если кассеты перевернуть нельзя, направление вращения диска изменить нельзя. И делалось это каким образом? Вот здесь есть переключатель, который, собственно говоря, поднимает и опускает головки. То есть, образно говоря, сейчас мы с вами слушали запись нижней половины ленты. Если его поднимаем, будем слушать с верхней половины ленты. Но самое интересное это вот эта вот штука. Здесь механизм, на который надеваются эти кассеты, как в коробке передач у автомобиля. То есть там шестеренки, скажем так. И если вот поднять вот этот штырек, повернуть его, сейчас сделаю это, то шестеренки по-другому внутри зацепляются, и механизм начинает вращаться в другую уже сторону, но при этом диск как крутился по часовой стрелке, так и будет продолжать крутиться. Вот так это выглядит. Фантастика. Ну, просто потрясающе. Но, к сожалению, в настоящее время их сохранилось очень мало. Дело в том, что когда они выпускались, кассеты же стоили довольно дорого с лентой, а у него время звучания такой кассеты всего около 15-18 минут. А на обычном магнитофоне... Такой бобины? Да, сторона всего 15-18 минут. А на обычном магнитофоне такая кассета звучит примерно 45 минут сторона. То есть уже невыгодно. Второй момент был... Пленки вот эти, записанные на нем на других магнитофонах, воспроизвести было нельзя. Здесь скорость нестандартная, и по этой причине обмениваться записями было невозможно. Ну, а это первый стереофонический советский магнитофон Яуза. Все верно. Тоже работает. Сейчас включим. Тоже работает. Он стоил довольно дорого в те годы, порядка 400 рублей. И понятно, что желающих приобрести его за такие деньги было крайне мало. Ну, чтобы было понятно тем, кто не совсем помнит советские времена, на тот момент средние зарплаты сколько были там? В районе 60-70 рублей, то есть в начале 60-х годов. Полгода надо отработать, чтобы купить вот такой аппарат, но зато с двумя колонками. Но при этом представьте себе, что если вы хотите послушать качественную музыку в стереовещании, вам же ее надо где-то взять, а все кассеты тогда продавались без записи, то есть их надо было самостоятельно записывать с телевизора, с радио, а там же тоже моновещание, стерео не было. И где взять эти стереокассеты? Их можно было единственное записать только с стереопластинок. А где взять стереопластинки? Их только начали выпускать и выпускали только с классической музыкой. Но чтобы все равно покупатель хоть как-то смог ознакомиться с возможностями этого устройства, с завода его комплектовали катушками вот такими, и на одной из них была демонстрационная запись для оценки качества звучания или возможностей. Но при этом, кстати, можно было еще самостоятельно сделать стереозаписи, потому что к нему были два микрофона, и вот на эти два микрофона можно было что-то записать. Ну и вот так вот он примерно звучит. Ну и тут еще момент, подход к технике, да, все в чемоданах.
все с крышками, все сейчас-то это вот, да сейчас этого и нету, все. Я вон там увидел еще наушники, хотел сказать, вот они, Bluetooth наушники, вот с таким там 5-метровым проводом, вон там они висят. Вон микрофон вообще какой-то. Это как раз основной микрофон 60-х годов. А магнитофон тоже Яуза, кстати, называется. Да. А сейчас микрофон вот такой. По улице вы идете, под мышкой у вас вот такой аппарат, и вы модный парень. Ну и музыка соответствующая. Тоже из советских времен. Фантастика. Поражает, что это работает. Вот что меня поражает. Самое, что интересное, под мышкой вы с ним пойти не могли. 220 вольт. Ручка-то у него вон есть какая большая. Ну, смотрите, да? Вот у тех экземпляров тоже есть ручка, и весит они по 50 Ну, килограмм. с таким точно не получится, да, с таким точно. Работает, ребята, это все работает. Ну что, я как модный парень на деревне первый с романтиком. Вот у меня был вот такой аппарат, только единственное, по-моему, там была не такая вот, не металлическая ручка, хотя уже не помню. Но это это мой первый магнитофон кассетный. Это было, я родителей упрашивал полгода, чтобы мне его купили. И когда купили, это было счастье, вы не представляете. Да, магнитофон романтик, причем их здесь два. Вот разные немножко вариации на тему. Но вот это вот у меня такая была, романтик 306. На самом деле этот магнитофон практически неубиваемый. Он у людей падал из окна, и чего только с ним не было. В общем, эти очень-очень надежные магнитофоны. Но при этом их даже изготавливали в разных цветовых решениях. Самое распространенное это было черное, да. Потом были серебристые, бывали еще даже желтого цвета, ярко, такие канареечного. Не видел. Вот у меня такой. И вот да, тут счетчик ленты у него. Ну, в общем, серьезная При этом машина. представьте, что сейчас люди даже не знают, для чего счетчик ленты в аппаратуре уже был нужен. Ну, и вот на этом мы вынуждены будем, наверное, прерываться уже, потому что мы рассчитывали снять так как-то быстро и чуть-чуть, а у нас в результате рты открылись, и мы тут, в общем, восхищаемся и восхищаемся, но есть чем повосхищаться. Огромное спасибо вам за экскурсию эту подробную, пожелание, ну, только развиваться и переехать в какое-нибудь шикарное помещение, потому что, ну, надо такие вещи сохранять и показывать людям. Советую настоятельно побывать в этом музее, потому что и экскурсовод шикарный просто, и информации очень много, ну и вообще проникнуться вот этим всем. Но еще два слова мы скажем о вообще вот ситуации музейной, все-таки поговорим еще в финале с Константином. Константин, ну, прошлись мы по музею, мы готовы были бы еще тут 2 часа ходить, потому что столько всего интересного, но все-таки хронометраж есть хронометраж. А вот это наш барнаульский радиозавод, посмотрите, в разных цветовых гаммах, и написано здесь Барнаул. Вот такие приемники. Кость, ну, вот резюмировать все-таки хочется. Красиво это все, но вы находитесь в подвале, не самое шикарное помещение. Вы сказали вначале, что меценатов особенных нет, ну а власти это вроде как и не важно. С точки зрения властей не важно это. Не важно? Не важно, да. 18 июня 2024 года уехала самая большая в России коллекция беговых лыж. И самая большая, из Барнаула. Да, из Барнаула. И самая большая коллекция деревянных беговых лыж в мире. То есть больше, чем музей Осло. В 2 раза деревянных беговых лыж. Вот. В Рязанскую область купил председатель частных музеев России Шабуров Алексей Юрьевич данную коллекцию. Вопрос был в 200 квадратных метрах, чтобы просто сохранить коллекцию. Любое помещение абсолютно. Ну, я считаю, это уникальнейшая коллекция. Там лыжи были и олимпийских чемпионов, и так далее, и тому подобное. Если власть либо крупный бизнес в ближайший год-два, ну, насколько мне, если хватит, год-два не будет поддерживать, то, возможно, эта коллекция уедет в другой регион, ну, куда-то ближе к Москве.
Рязань, либо Москва это будет. Вот, но не хотелось бы, чтобы данная коллекция утратилась. в Вы Алтайском знаете, крае. я не видел другие ваши музеи, но теперь уже посмотрю обязательно. Но вот тут это просто фантастика какая-то. И количество, и качество представленных здесь экспонатов, ну, поражает. Причем оно такое в ретроспективе историческое идет от каких-то совершенно там довоенных вещей, заканчивая вот приемниками Барнаул. Вот, и будет крайне жаль, если действительно у вас не получится. Но а вы пробуете, вы каким-то образом выходите и к властям-то что-то просите? Общались мы. Ну, предлагают в аренду помещение, но это невыгодно, чтобы снимать в аренду. В любой момент оно может быть продано. И потом куда с этой коллекцией Да ее даже и перевести. И перевести, да. Каждая перевозка сопровождается утратами. То есть что-то разбивается, ломается, даже если очень аккуратно это делать. Но это трудоемкий процесс, на неделю может растянуться перевозка, упаковка там и так далее. Вот. Хотелось бы еще раз к властям, к бизнесу обратиться, чтобы помогли с помещением, просто с какими-то финансами. Ну, мне тяжело содержать 4 музея. Вот, то есть... Ну что, я тут только присоединиться могу, во-первых, пригласить еще раз барнаульцев и, как говорят, барнаульцев и гостей столицы, ну, столицы Алтайского края. Зайдите, посмотрите. Ну, для тех, кто молод и вообще не видел всего этого, вот окунетесь в историю. А для тех, кто вот в моем, например, возрасте, просто вспомните, как это все было. Недовоенные, конечно, но романтик меня, конечно, покорил мой. Спасибо большое. Спасибо вам. Большое дело делаете, и я желаю, чтобы все это все-таки как-то сложилось. Еще раз удачи и спасибо вам за работу и за интервью.